Привет, друзья! Вы на канале о русском произношении Sound Like Russian, а меня зовут Мария. Иностранцы, которые только-только начинают изучать русский язык или вообще не изучают его, а просто слышат со стороны, часто говорят, что русский язык звучит как-то резко, грубо, жестко, твердо. Наверное, вы слышали уже такие стереотипы, а может быть, вы тоже так думали когда-то. Ну, во многом это все из-за того, что в русском языке нет такого разнообразия гласных звуков, как, например, в венгерском языке, в французском языке, в английском языке даже. Я давно очень хочу заниматься венгерским языком. Ну, давай начнем с алфавита, да. Смотри, значит, О, Ö. Тише, 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 тише. Куда вы? Уже 4 назвали, все, хватит. Нет, я все-таки не понимаю, зачем 4 вам? 4 О, зачем вот вам 4 О? Венгерский язык не мой, знаете. Я слышала французский, очень красивый язык. Я попробую французский. Ой, ну, знаешь, французский язык, он вообще очень красивый и, ты знаешь, не такой сложный на самом деле, не такой трудный. Давай начнем с тобой вот с этих слов. Ну, смотри, вот здесь важная вещь. Вот здесь читается как наш да, вот здесь читается как вот здесь как короткий понимаешь, да? Вопросы? Да, у меня есть вопрос. Есть какой-нибудь язык, вот знаете, вот без гласных? В русском языке, в принципе, это только 6 гласных звуков. А, О, У, И. Все. И эти звуки не отличаются высотой тона, не отличаются длиной произношения. Если они и различаются долготой, бывает такое, мы с вами поговорим об этом в этом блоке тем, то эта разница не влияет на смысл слова, она не искажает смысл высказывания. Если мы говорим про гласные русского языка, здесь хочется отметить одну интересную особенность звучания русских гласных. Я уже об этом говорила как-то в каком-то из своих видео. Рот русского человека мало открывается, даже когда он произносит гласные звуки. Мы не артикулируем гласные так сильно, мы не говорим «а», «о». Чем это объяснить? Ленностью русского человека или, может быть, холодным климатом. Знаете, когда холодно, надо же рот стараться не открывать. А что же у нас с согласными звуками? А вот согласных звуков у нас хоть отбавляй. Здесь вы найдете звук на любой вкус и цвет. Здесь есть и глухие, и звонкие, и твердые, и мягкие, и губные, и зубные, и такие, и сякие. Более того, русские согласные очень любят встречаться в слове в паре, то есть идти вместе, 2 согласных вместе, или даже в тройке. И вы наверняка знаете, все сразу можете вспомнить такие русские слова, где идет 3 согласных звука, потом 1 гласный, потом опять 2 согласных. И вот произноси как хочешь. Конечно, такое нагромождение согласных и влечет за собой эффект жесткости и твердости. И только те, кто изучает русский язык и интересуется русским произношением, только вы, мои дорогие друзья, знаете, что в русском языке наряду с твердыми согласными есть еще и мягкие согласные. Мягкие согласные по-другому называют палатализованными от слова palate. Небо — это часть вашего фонетического аппарата, к которому поднимается ваш язык, средняя часть языка.
И вот благодаря такому движению средней части языка вверх и всей массы языка вперед, получается этот палатализованный, мягкий, согласный звук. Я сейчас вам прочитаю все пары звуков русского языка, твердый, мягкий, а вы послушайте и скажите, слышите вы разницу или нет. Я буду читать звуки изолированно. Это будут не слоги, не слова, только звуки. Слушайте внимательно. И да, кстати, мягкость, палатализованность звука в транскрипции обозначается вот таким маленьким знаком справа, сверху от звука. Итак, вы видите перед собой эти звуки, а я их сейчас буду читать. Возьму для подсказки свою тетрадку. Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, З, З, П, П, Ф, Ф, К, К, Т, Т, Ш, Щ, С, Ся, Х, Хе, Л, Ля, М, Ме, Н, Не, Р, Ре. Звуки Ч, Е всегда мягкие, звуки Ж, Ц всегда твердые. Очень подробно о том, чем отличаются мягкие звуки от твердых и как произнести эту разницу, я уже рассказывала в одном из своих видео. Там же я рассказывала, почему эта разница так важна. И еще я показала там практический метод, который поможет вашему фонетическому аппарату произнести мягкий звук. Поможет вашему языку почувствовать разницу между твердым и мягким звуками. В общем, если вы уже смотрели это видео, здорово, и если подзабыли, можете пересмотреть. А если еще не смотрели, очень рекомендую, это одно из фундаментальных видео на моем канале. Еще одной очень интересной особенностью русских согласных является то, что из 36 согласных звуков русского языка только 6 звуков заднеязычные, то есть делаются задней частью языка. Это звуки г, г, к, к, х, х. И то вот эти мягкие из них, г, к, х, уже трудно назвать заднеязычными, потому что они делаются скорее средней частью языка. В общем, в итоге только 3 звука из 36 это заднеязычные звуки. И то эти заднеязычные, мы это с вами уже обсуждали, делаются без напряжения, без придыхания, что очень влияет на образ, звуковой образ русского языка, на мелодию русского языка. Это очень сильно отличает наш язык от немецкого, например, от английского, да, от мелодии английского, от мелодии арабского. Если в арабском языке звуковой образ крутится вокруг горловых глубоких звуков, которые исходят откуда-то изнутри, из глубины, то есть точка фокуса находится где-то здесь. Если в немецком языке тоже точка фокуса находится где-то на задней части языка, ближе к глотке. Если фокус американского, английского — это скорее сам язык, само тело языка. Если во французском языке звуковой образ крутится вокруг носово-увулярных звуков, такой вот получается внутренний звук, который делается где-то в носоглотке, да, то точка фокуса русского языка где-то здесь, на передней части языка и на губах, в передней части вашего речевого аппарата. И как я говорю студентам, которые только начинают заниматься фонетикой, русский язык делается вот здесь, в
передней части вашего рта, кончиком языка, передней частью языка и губами. Вот на этом жесте, как бы посылая вам воздушный поцелуй, я предлагаю закончить на сегодня. В комментариях поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением от русского языка. Что вы думали о мелодии русского языка, когда только начинали его изучать? А также поделитесь, как звучит ваш родной язык для иностранцев или для вас. Где в вашем родном языке точка фокуса? Жду ваш комментарий и до встречи в следующих видео. Пока-пока!